Глава 1476. Непостижимые мысли. Немного помедлив, обезьяна встревоженно спросила: «Поскольку госпожа понимает это, то мне несложно. Но прежде чем вы отправитесь в Адскую реку, я хотел бы знать, вы здесь оставите свое дерево». Му Цин спокойно ответила: «Я обдумал это. Я готова взять с собой свое тело духовного дерева». Обезьяна с беспокойным выражением лица сказала: «Госпожа, как это возможно? В Адской реке много опасностей. Если госпожа окажется в ловушке или случится что-то неожиданное, через некоторое время вы сможете воскреснуть. Но если вы попадете в Адскую реку, вы упустите эту возможность. Кроме того, ваше тело духовного дерева не может долго существовать в хранилище. Поскольку Адская река — бесплодное место, вы не сможете посадить его там». Му Цин покачала головой, подошла к дереву и нежно погладила его ствол. «Не волнуйся. Поскольку я решила взять свое тело в Адскую реку, я уверена, что смогу выжить. По этой причине я специально усовершенствовала жемчужину хранилища, способную удерживать мое духовное дерево в течение нескольких лет. Иначе мне было бы неудобно выносить свое тело на улицу. Даже если твои способности достаточно велики, всего в шаге от моих, и если кто-то решит устроить заговор против меня, ты все равно не сможешь долго защищать мое тело». Услышав ее решительный тон, обезьяна на мгновение задумалась и сказала: «Поскольку госпожа так решила, я пойду с госпожой в Адскую реку и помогу вам». Му Цин сладко усмехнулась и сказала: «Даже не думай. У меня для тебя есть другое задание. В конце концов, возможно, за последние годы у меня появилось много способных подчиненных, но я доверяю только тебе. После того, как мы войдем в Адскую реку, мне нужно, чтобы ты присмотрел за младшим Ханем. Конечно, я прошу тебя защитить его, если он будет в опасности». В глазах обезьяны блеснул холодный блеск, и она спросила: «Его? Через 2 года госпожа возьмет его с собой». Му Цин кивнула с серьезным лицом: «Верно. Он не только будет очень полезен в разрушении ограничения Адской реки, но он также играет решающую роль в восстановлении эссенции ци моего тела». Обезьяна в подтверждение хлопнула себя по груди и сказала: «Я буду как следует присматривать за этим человеком». Му Цин пробормотала себе под нос: «Прежде чем я официально войду в Адскую реку, тебе не нужно беспокоиться об этом человеке. Даже если мы ничего не сделаем, другим нужен этот человек, чтобы сломать печать Адской реке. Они не сделают ничего, чтобы навредить себе. Но мне придется побеспокоить тебя присмотреть за ним, когда мы войдем. Мастер, не волнуйтесь. Я, Цзин Линь, обещаю это», — торжественно ответила обезьяна. Му Цин вздохнула с хитрым выражением лица: «Хорошо, теперь мне стало легче. А пока я прошу тебя следить за этим местом. Я позову тебя, когда мы отправимся в путь». В огромном мире под дворцом Кровавого Пламени бок о бок стояли 2 человека в малиновых одеждах. Перед ними была огромная фиолетовая огненная марионетка. В этот момент 4 передних глаза марионетки были открыты. Они мерцали странным багровым светом и смотрели на 2 мужчин. Мужчины стояли совершенно неподвижно, глядя в глаза марионетки, выглядя совершенно очарованными. Через некоторое время одна из кукол глубоко вздохнула. Му Цин и эта призрачная женщина пришли к какому-то соглашению, используя этого негодяя, чтобы совместно разделить сокровища гробницы дьявола. К счастью, я уже ожидал этого и попросил брата Ханя помочь улучшить защитные доспехи. Если он приведет с собой духовных слуг, я смогу их контролировать. Даже если Лю Цзу и другие лукавят, трудно представить, что они отказались от своих планов относительно двуглавого дьявольского демона. Моя главная душа и марионетка слились воедино, а моя вторая душа осталась на теле дьявола, так что мне нечего бояться божественной дьявольской молнии. Как только я войду в Адскую реку и приобрету то, что улучшит мою марионетку, я, наконец, смогу заручиться поддержкой марионетки для продвижения в Великом Даа. Хе-хе, я, естественно, не позволю этим 2 женщинам заполучить сокровища гробницы дьявола». Из гигантской марионетки раздался голос незнакомого мужчины, вызвавший слабую дрожь по всей земле. Глаза 2 мужчин прояснились и молча остановились. На особенно глубоком слое земной бездны в каньоне дул черный ветер. Седовласая красавица парила в воздухе и что-то теребила в руке. Она взглянула вниз и окинула взглядом. В черном ветре внизу она увидела бесчисленное количество фигур. Каждая фигура была 10 метров в высоту и носила странные черные доспехи, скрывающие их лица. Седовласая красавица на некоторое время посмотрела вниз и перевела взгляд на предмет в своей руке. Она возилась с бледно-зеленой жемчужиной. Жемчужина излучал исключительно чистую древесную духовную ци. Ее лицо дрогнуло, словно она не могла решиться на что-то. В центре таинственного горного хребта на 1-м уровне земной бездны находилась святыня высотой 300 метров.
На алтаре было огромное серое глазное яблоко, выбрасывая потоки серой ци в окружающий воздух и поглощая находящуюся рядом иньскую ци. В черном плаще Лю Цзу равнодушно наблюдал за этим, заложив руки за спину. Он поднял голову и неподвижно уставился глубоко в небо. Его руки под плащом были очень грубыми, и на их поверхности были серые трещины. С другой стороны, лазурная полоска пролетела над черной, как смоль, пустыней. Это был Хань Ли, юноша в лазурных одеждах, который только что покинул пещеру Муцин. На его теле все еще оставалась печать 4 демонических монархов, и он не мог скрыть от них свое местонахождение. Тем не менее, Хань Ли подумал о поисках удаленного места и вскоре спустился. Все мысли о побеге появлялись только во сне. Пока метка была на месте, у него не было шанса сбежать от демонических монархов. Демонические монархи не уделяли ему много времени. Пройдет несколько лет, прежде чем он сможет очистить небольшой пузырек с кровью радужного павлина и культивировать его истинную духовную трансформацию. Слияние с истинной духовной кровью было непростой задачей. Чтобы помочь ему, потребуются особые кровеносные сосуды или секретная техника. 12 пробужденных трансформаций использовали набор искусств для решения этой сложной проблемы. Из этого было ясно, что ресурсы, которые были доступны великому старейшине Тяньпэна, который первоначально основал эту технику, мог позволить себе не каждый. Хотя Хань Ли знал, что с этой способностью он не будет достойным соперником существам на стадии интеграции тела, но, по крайней мере, у него будет больше методов, к которым можно прибегнуть. Конечно, если бы он мог придумать, как решить все эти проблемы за это время, он бы просто уничтожил их метку на себе и немедленно сбежал. Хотя Муцин говорила только о вопросах, связанных с адской рекой, гибель короля демонов в стадии интеграции тела могла произойти только в невероятно опасной ситуации. Пока Хань Ли внутренне обдумывал это, он летел уже более полумесяца и, в конце концов, достиг небольшого горного хребта. Горный массив был уже далеко от резиденции Муцин и других. Духовная ци также была довольно плотной на горе, и это не было местом, где собирались высокоранговые демоны. Хань Ли некоторое время облетал этот горный хребет, а затем удовлетворенно кивнул и приземлился на вершине гор. Несколько часов спустя Хань Ли вырезал в горе простую пещерную резиденцию. Затем он вошел в пещеру и немедленно установил ограничения, выпустив белый туман вокруг огромной горы. После того, как Хань Ли вошел в уединенную комнату в своей пещерной резиденции, он запечатал дверь и вошел в уединение. Время шло медленно, и на горном хребте один за другим сменялись времена года, принося то пышную растительность, то снег. Муцин и другие, казалось, на время забыли о Хань Ли и были заняты своими делами. Затем, 2 года спустя, Хань Ли сидел, скрестив ноги, на циновке, возясь с обычной деревянной палкой. Палка была тупой с одной стороны и гладкой, как нож, с другой. На ее поверхности были загадочные зеленые иероглифы. После долгого созревания это был высший небесный фрукт, с которым Хань Ли не знал, что делать. За последние несколько лет Хань Ли вливал в него жидкость из загадочной зеленой бутылки, и спустя много лет фрукт не сильно изменился снаружи. Он просто скрывал внутри себя молочно-белые блики и становился в несколько раз толще. Свет также выглядел гораздо более ярким. Хань Ли несколько раз пытался контролировать плод с помощью магической силы и даже эссенции крови, но все безрезультатно. На этот раз попытка все еще не увенчалась успехом. Глубоко вдохнув, Хань Ли смог только положить палку обратно в сумку для хранения и задумчиво склонить голову. За 2 года он в конечном итоге использовал искусство 12 пробуждающих трансформаций, чтобы слить истинную кровь радужного павлина со своим телом. Усовершенствование трансформации увенчалось успехом, и, к его большому удивлению, его тело значительно выросло. Если бы он до этого не развил заклинание для трансформации дракона Феникса, он бы хотел объединить 2 духовные крови в своем теле одновременно и посмотреть, не приведет ли это к еще большему увеличению культивации. Он также начал использовать жидкость истинной духовной жабы. Жаль, что у него было так мало времени, ведь эта духовная жидкость произвела поразительное действие. Он не мог использовать ее для значительного повышения своей культивации. Метка 4 демонических монархов все еще была на его теле. Таким образом, казалось, что у него не было выбора, кроме как войти в адскую реку. Когда Хань Ли подумал об этом, его лицо стало угрюмым. Мгновение спустя его лицо зашевелилось, и он поднял голову. Внезапно он выглянул из своей уединенной комнаты, и на его лице появилось странное выражение. Он потянулся к двери. Хрясь. Ограничения двери изменились, и ему в руку выстрелил черный предмет. Хань Ли уставился на него и изменился в лице. Он внезапно встал. Это была коробка длиной в фут. Ее поверхность была выжженной и неровной. Он действительно выглядела некрасиво.
Глава 1477. Нанесение визита. Хань Ли использовал свое духовное чутье, чтобы просмотреть на коробку, а затем погладил ее, не говоря ни слова. Вскоре после этого он открыл крышку коробки, и из нее вылетела угольно-черная сфера. Сфера повернулась к Хань Ли, а затем разлетелась черным туманом и исчезла. В тот же момент он почувствовал зуд в ладони. Его сердце дрогнуло, и он внезапно поднял руку. Он увидел, как на его руке появилось несколько маленьких странных иероглифов. Иероглифы были маленькими, как рисовые зерна. Хань Ли взглянул на них и потряс рукой. Сверкнул лазурный свет, и маленькие иероглифы бесследно исчезли. Он задумался на мгновение и, окутав себя лазурным светом, вылетел из комнаты в виде полоски лазурного света. Сделав круг в воздухе, он покинул свою пещерную резиденцию. Через четверть часа лазурная полоска пролетела над безымянной долиной на краю горного хребта с драконьей скоростью. Как только лазурный свет погас, появилась фигура Хань Ли. Его глаза мерцали, и, посмотрев вниз, он начал медленно спускаться. Долина протянулась на 3000 километров. В самом конце была груда разбросанных камней. Хань Ли приземлился прямо перед ней. Когда его ноги коснулись земли, он посмотрел на огромный камень и спокойно сказал: «Я прибыл. Господа, пожалуйста, покажитесь». «Хе-хе, старшая боевая сестра Ян, я же сказала, что ты не сможешь использовать простые техники невидимости, чтобы спрятаться от брата Ханя». Хотя я знала, что брат Хань обладает необычными способностями, я должна была проверить его. После нескольких смешков у огромной скалы послышалось 2 женских голоса. После этого туман серого света расплылся, и показались 2 красивые молодые женщины. У одной из них была белоснежная кожа, и она выглядела как богиня. Другая выглядела изящной и очаровательной. Это были Юань Я и Ян Ли. Черный деревянный ящик, который он получил в своей пещерной резиденции, был изготовлен из духовного дерева, которое он изначально приобрел в зале небесной пустоты. Он узнал его с первого взгляда. Используя какую-то загадочную технику, они смогли тайно отправить эту коробку в его тайную комнату. Хань Ли со странным выражением лица взглянул на 2 женщин и спросил: «Значит, это были вы?» «Леди Юань, я не видел тебя с тех пор, как мы в последний раз встречались в море рассеянных звезд. С тобой все в порядке?» Улыбка исчезла с лица Юанья, и она вздохнула: «Брат Хань, ты дразнишь меня. Насколько здоровы я и моя старшая боевая сестра?» Хань Ли почувствовал, как из их тел излучается удивительная иньская ци, и нахмурился: «Ах, кажется, я ошибся. Однако я вижу, что вы двое не призраки. В вас двоих есть что-то странное». Брат Хань прав. Когда моя младшая боевая сестра спасла меня и упала в призрачный туман в области моря рассеянных звезд, мы заручились поддержкой призранной ци, чтобы культивировать искусство иньянского перерождения. Однако это искусство двойной культивации человека и призрака привело к тому, что мы оба стали наполовину призраками. Но в конце концов, у меня нет физического тела, поэтому я стала обузой для младшей боевой сестры Юань. Выражение лица Юанья изменилось, и она поспешно сказала: «Старшая боевая сестра, не говори так. Если бы не ты, я бы уже была мертва. И тебе тоже не удалось достичь этой стадии». Ян Ли могла только горько улыбнуться и покачать головой. Искусство иньянского перерождения. Хань Ли нахмурился. Ян Ли повернулась к нему и сказал: «Да, похоже, брат Хан довольно много знает об этой технике». Хань Ли вздохнул: «Я знаю только то, что ты потеряла возможность на перерождение». Он был совершенно незнаком с ней, но, судя по тому, что Юанья сказала, он восхищался ею. Юанья улыбнулась Хань Ли со словами: «В прошлом, если бы я и моя старшая боевая сестра не культивировали вместе эту странную технику, она бы уже погибла в материальном мире. Поэтому я не жалею, что культивирую эту технику. Но брат Хань также смог вознестись в мир духов. Я восхищаюсь тобой. Духовной ци здесь недостаточно, поэтому я не могу использовать обычные техники полета в этом мире. Что еще более важно, почему вы здесь оказались? Эта территория не принадлежит людям?» — спросил Хань Ли. Янь Ли с пустым выражением лица ответила: «Младшая боевая сестра, и я тоже не знаем. 200 лет назад мы завершили искусство иньянского перерождения. Сразу после того, как мы вошли в стадию божественной трансформации, плотный иньский ветер внезапно накрыл нас и унес из мира смертных, заставив нас потерять сознание. Когда мы вдвоем проснулись, мы оказались в земной бездне. Вскоре мы встретили нашу призрачную госпожу и стали ее учениками. Поскольку Ян Ли и я оставались здесь так долго, мы пришли к пониманию, что находимся в мире духов, и у нас нет возможности выйти на поверхность». Услышав это, Хань Ли замолчал.
В мире смертных многие культиваторы стадии божественной трансформации были заблокированы от мира духов. Даже приложив самые большие усилия, они не смогли бы вознестись. Но когда эти две женщины довели до совершенства свое искусство культивации, они нашли свой путь в мир духов. Этот мир действительно был полон странностями. Я также не понимаю, как вы попали в мир духов. Но вы, скорее всего, попали в мир духов не из-за вашего искусства культивации, а потому что вам открылась башня духовных полетов. После некоторого расследования мы пришли к аналогичному выводу, кивнула Янли. Ханли поднял бровь и сказал: «Хорошо, я уверен, что мы можем отложить разговоры о прошлом на другой раз. Должна быть другая причина, по которой вы меня искали». Янли и Юань-Я переглянулись и замолчали. Через мгновение Янли нерешительно сказал: «Поскольку брат Хань и младшая сестра Юань – старые друзья, я не стану скрывать это от вас. Мы пришли найти тебя, потому что наша жизнь в опасности, и нам нужна твоя помощь». «Ваша жизнь в опасности? Что ты имеешь в виду, госпожа Ян? Вы ученицы призрачного монарха, никто в земной бездне не осмелился бы угрожать вам», – сказал Ханли со странным выражением лица. Янли глубоко вдохнула, и в ее глазах показался страх. «Нашей жизни угрожает сама призрачная госпожа». «Что?» «Леди Юань, это правда». Ханли почувствовал, как его сердце задрожало. Хотя он чувствовал, что это не ложь, он попросил у Юань-Я подтверждения. Юань-Я угрюмо кивнул: «Брат Хань, если бы у нас был другой выбор, мы бы не рискнули повидаться с тобой тайком». Тем не менее, брату Ханю не о чем беспокоиться. Сама призрачная госпожа занимается созданием великой инской брони и не должна выходить в свет в течение некоторого времени. Это наша единственная возможность спастись. Обычно мы не смогли бы покинуть ее дворец. Брат Хань в прошлом помогал младшей боевой сестре и действовал как ее защитник, пока она не возродила мою душу. Она много раз говорила о тебе. На этот раз нам больше ни к кому обратиться за помощью. Надеюсь, что ты сможешь спасти нам жизнь». Сказав это, ее глаза стали влажными, и она притянула к себе Юань-Я, и они оба поклонились Ханли. Выражение лица Ханли изменилось, и он потряс рукавом. Невидимая сила внезапно разделила воздух. Когда они поклонились ему, Юань-Я и Янли почувствовали, как воздух поблизости стал холодным, и им пришлось прервать поклон. Они обе были в восторге. Способности Ханли превосходили их ожидания, и если Ханли поможет им, они смогут сбежать. Ханли не принял их приветствие. Выражение его лица на долгое время стало серьезным, и в конце концов ответил: «Вы двое слишком высокого мнения обо мне. Вы также должны понимать мои обстоятельства. Я здесь ограничен, и у меня нет возможности спасти вас от этого призрачного монарха. Кроме того, по какой причине она заберет вашу жизнь? Откуда вы это знаете?» Янли сказала: «Если бы это действительно оказалось недоразумение, нам бы очень повезло. По правде говоря, мы лично обнаружили, что призрак скрывал сердце бедствия. Я не буду вдаваться в подробности, но могу тебе сказать, что, когда она взяла нас в ученики, она думала о чистой иньской ци, которую мы сконденсировали в результате культивации искусства иньянского перерождения. У призрака есть техника, которая может поглотить как наши души, так и иньскую ци, что вызывает всплеск ее культивации. Говоря это, ее голос задрожал. Кроме того, наши исследования показали, что у призрачной госпожи также были ученики с призрачными телами в прошлом, которые незаметно исчезли. Это свидетельство наших предположений», — сказал Юань-Я с бледным выражением лица. Ханли на мгновение замолчал, а потом ответил блуждающим взглядом: «Даже в этом случае вы не можете рассчитывать на меня. Призрачный монарх не отпустит меня. Даже если я буду иметь какую-то ценность, после того, как я войду в адскую реку, мою жизнь будет трудно сохранить». Янли ухмыльнулась и лукаво сказала: «Брату Ханю не нужно беспокоиться об этом. Моя младшая сестра уже придумала нечто, что потребует от тебя символических усилий. Более того, если брат Хань поможет нам, у него также будет возможность сбежать. У нас есть способ быстро рассеять метку на твоем теле в адской реке». «Что? Вы действительно знаете такую технику?» Ханли сразу же изменился в лице, и в глубине души он был тронут этим предложением. Янли сладко улыбнулся и сказал: «Как я могу лгать тебе в таком важном деле? Более того, я могу сообщить технику брату Ханю заранее, чтобы ты смог проверить, говорю ли я тебе правду». Ханли погладил себя по подбородку и взглянул на Юань-Я. Затем он решительно сказал: «Хорошо. Если техника подлинная, я сделаю все, что в моих силах, и рискну помочь вам двоим сбежать». Глава 1478. Питание кровью. Мы точно нашли нужного человека.
Брат Хань, слушай внимательно. От ответа Хань Ли на лице Ян Ли появилось радостное выражение, и она начала говорить с ним с помощью передачи голоса. Когда Хань Ли внимательно слушал ее, и на его лице появилось задумчивое выражение. Юань Я тихо стояла в стороне, глядя на Хань Ли с горящими глазами. Когда Ян Ли закончила передачу голоса, Хань Ли глубоко вздохнул и сказал: «Эта техника подойдет. Однако я боюсь, что смогу сделать это в адской реке только с помощью вас двоих». Ян Ли хихикнула и сказала: «Верно. Инская ци в адской реке резонирует только с чистой инской ци в нашем теле. Конечно, призрачная госпожа тоже может это сделать, но она не уберет отметку, которую сама поставила». Хань Ли кивнул и сказал: «Хорошо, но я должен спросить, как вы хотите, чтобы я вам помог?» Юань Я медленно сказала: «Я полагаю, что будет невозможно заставить призрачную госпожу полностью покинуть нас, но было бы возможно, чтобы она оставила нас на какое-то время. Если мы сможем отложить это до того, как войдем в адскую реку, у нас будет возможность вырваться из-под ее контроля». Брови Хань Ли дрогнули, и он не сразу ответил. Он знал, что эти двое расскажут подробнее. В результате Ян Ли немедленно продолжила: «Призрачная госпожа и другие монархи считают помощь Хань Ли очень важным. Если они узнают, что мы твои старые друзья, а брат Хань открыто проявит привязанность к младшей сестре Юань перед призрачной Матроной, она временно пощадит нас, даже если бы у нее возникнут некоторые сомнения». Проявить привязанность к леди Юань. Потрясенный, Хань Ли быстро взглянул на Юань Я. Несмотря на то, что Юань Я много лет культивировала, услышав слова Ян Ли, ее лицо вспыхнуло легким румянцем, обнажив красивую внешность. «Если только на словах, я сделаю это». Однако призрачная госпожа и Му Цин уже пришли к какому-то соглашению. «Я не знаю, насколько это будет эффективно», — предупредил Хань Ли. Было что-то подобное. Ян Ли слегка изменилась в лице и горько рассмеялась. Выражение лица Юань Я слегка изменилось, и она криво улыбнулась. «Если это правда, риск есть. Но кроме этого плана у нас больше ничего нет. Мы сможем положиться только на нашу удачу и на то, насколько серьезно демонические монархи относятся к брату Ханю». Поразмыслив, Ян Ли торжественно сказала: «На том и порешим. Господин даосист Хань подтвердил наши слова, так что мы можем говорить о более серьезных вещах. Мы заставим нашу госпожу поверить в то, что брат Хань увлечен младшей боевой сестрой Юань. В этом случае она будет вести себя довольно настороженно и не осмелится причинить нам вред. Кроме того, призрачная госпожа немного знает о нашей истории, так что маскировка господина даосиста Ханя под члена племени летающих духов должна быть сломана». Хань Ли покачал головой и сказал: «Моя маскировка под члена племени летающих духов была временной. Меня не волнует, узнает ли об этом призрачная госпожа. Их волнует не моя личность как члена племени летающих духов, а моя божественная дьявольская молния». Ян Ли предложила: «В таком случае мы чувствуем облегчение. Мы не можем терять время. Как только призрачная госпожа выйдет из уединения, будем действовать по плану. До тех пор, пока это не касается нашего истинного плана, брат Хань может также раскрыть некоторые подробности о нашем времени в мире смертных. В конце концов, ложь, содержащая правду, наиболее убедительна». Хань Ли задумчиво опустил голову и почувствовал, что с этим нет проблем. Он спокойно ответил: «Да, я могу это сделать. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам». Услышав это, они почувствовали огромное облегчение и пристально взглянули на Хань Ли. Затем все трое поговорили еще немного о подробностях, и две женщины попрощались. Даже когда призрачная госпожа все еще находилась в уединении, две женщины не смели проявить беспечность и поспешно вернулись на самый глубокий уровень земной бездны. Когда Хань Ли увидел, что они перемещаются в инских ветрах, вскоре исчезнув из виду, Хань Ли внезапно потряс рукавом. От его тела вспыхнул свет, приняв форму трехметрового павлина с яркими красивыми перьями. Павлин развернул крылья, и пространство поблизости загудело от его радужных крыльев. Радужный свет унесся ветром, и павлин стал расплывчатым, сразу же превратившись в радужный туман, прямо направляясь к сердцу горного хребта. Вскоре после этого Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию и снова закрыл дверь в свою уединенную комнату. 2 месяца спустя сфера черного ветра пролетела прямо к дому Хань Ли и резко упала. Потом она исчезла, словно провалившись в гору. Несколько ограничений, наложенных Хань Ли, на него никак не повлияли. Через 2 часа ворота в резиденцию Хань Ли открылись, и черный инский ветер полетел в далекое небо. Вскоре ворота медленно закрылись. Время шло быстро. Горный хребет Хань Ли дважды покрылось снегом, дважды проходила зима. На 7-м уровне земной бездны темная ци была самой плотной. Там было несколько могущественных демонов земной бездны, которые еще не обрели разум, но они держали в страхе даже 4 демонических монархов.
Даже седовласая красавица, которая особенно любила инскую ци, не хотела строить свой дворец культивации на этом уровне и вместо этого установила на уровень выше. Но однажды на 7-м уровне собралось огромное количество демонов из безлюдной серой пустыни в плотных формациях гигантских размеров. Большинство из них состояло из нескольких обычных низкоранговых демонов земной бездны, и некоторые из них выглядели довольно странно. Часть из них была покрыта плотным инским ветром, сквозь который можно было разглядеть тысячи призрачных силуэтов. Из инских ветров также доносились призрачные вопли, держа других демонов в страхе. Над этими инскими ветрами парила седовласая красавица, а за ней летели 8 черных фигур. Все они были 10 метров высотой и облачены в особенно зловещую броню. Было несколько невооруженных и тех, кто держал в руках клинки. Однако у всех были размыты лица, в результате чего их было невозможно разглядеть. Рядом с 8 черными фигурами плыли 2 красивые женщины. Это были Юань-Я и Янли. А за пределами черных ветров был строй марионеток разной высоты и внешнего вида. Большинство из них были вырезаны с когтями и были 10 метров в высоту. Их тела мерцали серым, белым и коричневым светом, но они были явно вырезаны довольно грубо. Небольшая часть из них была вырезана из черно-зеленого дерева, а другие были марионетками из металлического элемента, сияющими черным светом. Эти марионетки были тщательно обработаны независимо от их материала, а на их поверхности мерцали талисманные иероглифы. Однако самой привлекающей внимание была фиолетово-красная 100-метровая марионетка с 6 глазами. Это была колоссальная фиолетовая кровавая марионетка, изготовленная под дворцом кровавого пламени Дисюи. Однако теперь эта марионетка выглядела в десятки раз меньше и больше не выглядела такой устрашающей, как раньше. На плечах фиолетовой кровавой марионетки стояли 2 человека в малиновых одеждах, заложив руки за спину. А прямо перед марионетками и демонами высоко в воздухе летели остальные. Среди них был человек, полностью закутанный в черный плащ. Он был самым загадочным из 4 демонических монархов — Лю Цзу. Удивительно, но глазное яблоко 3-метровой ширины парило над его головой и мерцало серым светом. Недалеко от Лю Цзу парил огромный золотой цветок. Над ним стояла Му Цин и смотрела в небо, подняв голову. Рядом с ней стояла золотая обезьяна с мечами за спиной и яркими холодными глазами. Под ними парило более сотни высокоранговых демонов с торжественным выражением лица в полудемонической форме. А со стороны обезьян сидел юноша в лазурной мантии, скрестив руки, и молча наблюдал за всем. Это был Ханли, которого силой призвали после нескольких лет культивации. В этот момент он смотрел на марионеток и демонов вокруг него. Выражение его лица было равнодушным, но в своем сердце он был довольно потрясенным. Низкоранговые демоны, должно быть, представляли большую часть власти, которую контролировали демонические монархи в земной бездне. Помимо демонов, призраки в черном ветру и мириады марионеток были явно самой сильной боевой мощью среди них. Очевидно, демонические монархи собирали эти силы несколько сотен лет. Их готовность потратить такую силу наглядно иллюстрировала их решимость преуспеть в адской реке. Было неизвестно, что находится в этой области, но это заставляло их рисковать всем. Когда Ханли внутренне размышлял, он увидел движение Лю Цзу, и его холодный голос скомандовал: «Фея Му, время пришло. Быстро сделай последнее введение крови». Услышав это, Му Цин кивнула и помахала рукой под собой. Из высокоранговых демонов вылетело несколько фигур, и у каждого из них на поясе висело несколько кроваво-красных мешочков. В мгновение ока они взлетели высоко вверх и схватили свои мешочки, растрясая их в воздухе. Послышалось несколько хлопков, и вспыхнул малиновый свет. Из мешочков хлынула дюжина ручьёв кровавых рек. По воздуху сразу же распространился густой туман гнилостной крови ци и заполнил все вокруг своим запахом. Затем реки крови сгустились в воздухе и, казалось, слились вместе, словно были живыми, превратившись в кровавый шар шириной 150 метров. В этот момент Му Цин топнула на своем золотом цветке, и из него внезапно вспыхнула черная формация. Ее фигура мгновенно исчезла. В следующий момент огромный кровавый шар засветился черным светом, и Му Цин снова появился рядом с ним. С угрюмым выражением на лице она подняла руку. Внезапно небольшой черный пузырек поднялся в воздух и полетел к кровавой сфере. Сделав жест заклинания, черный пузырек закрутился, и его свет исчез. Флакон выпустил несколько черно-красных объектов размером с кулак, которые превратились в кровавые сферы и бесследно исчезли. Глава 1479. Дьявол бездны. После того, как кровавая сфера поглотила эти черно-красные предметы, запах крови в воздухе исчез и сменился густым ароматом. Демоны внизу забеспокоились.
Высокоранговые демоны чувствовали себя несколько лучше. Хотя их умы были притуплены, а желания безудержны, им удавалось контролировать себя. Все менее умные низкоранговые демоны выглядели голодными и обезумевшими. Призраки в черном ветру и марионетки чувствовали себя совершенно непринужденно. Внезапно в воздухе послышалось холодное фырканье. По воздуху пронеслась волна леденящего дыхания, мгновенно накрыв все вокруг. Демоны сразу же задрожали, и след их желаний исчез. Это было огромное духовное давление со стороны Лю Цзу, который уже ожидал, что это произойдет. Когда Хань Ли почувствовал это, его сердце задрожало. Из существ на стадии интеграции тела, которых он видел раньше, Лю Цзу был самым сильным среди них. Возможно ли, что он находится на пике стадии интеграции тела? Хань Ли мысленно пробормотал себе под нос и решил никогда не вставать у него на пути. С его способностями у него мог быть шанс сбежать от других демонических монархов, но если бы он столкнулся с Лю Цзу, у него не было бы ни единого шанса. В этот момент Му Цин встал перед огромным шаром ароматной крови и начал бормотать заклинание. Остальные высокоранговые демоны начали спускаться вниз, словно опасаясь за свои жизни. Почти в тот же момент кровавая сфера приглушенно взорвалась, заставив пространство поблизости начать колебаться. В воздухе появились шары серебряных облаков, которые начали закручиваться по спирали, превращаясь в огромный вихрь. Вихрь был почти 30 метров в ширину, с клубящимся туманом внутри. Он становился все ярче и мощнее, словно собирался разорвать само пространство. Лицо Хань Ли дрогнуло, и он прищурился, разглядывая вихрь. В этот момент в его глазах мерцал след голубого света. Остальные этого не заметили, но Хань Ли смог ясно видеть внутренности вихря своими глазами духовного прозрения. В самой глубокой точке вихря серебряный туман начал сжиматься и морщиться, как бумага, сотрясая пространство вокруг. Внезапно раздался странный звук сильно колеблющегося пространства. В воздухе послышался треск, напоминающий разбитое стекло, смешавшийся со звуками взрывов, и Хань Ли невольно прищурился. Пространство внутри вихря разорвалось, и в нем вспыхнул черный свет. Внезапно из него вытянулась пушистая серебряная рука, словно в темноте шарившая в воздухе. Вскоре рядом с ней появилась еще одна рука. Серебряные руки выдвинули вперед два угольно-черных когтя, словно пытаясь раздвинуть черный свет, чтобы создать большую дыру. Пространство в пределах 300 метров начало рассыпаться на мелкие кусочки. Серебряный вихрь взвыл, превратившись в пятнышки серебряного звездного света, а затем исчез. На месте вихря появилась черная дыра, ставшая в 10 раз больше. Пара огромных рук, прижатых к краю дыры, не двигалась. В этот момент из темноты блеснула пара огромных зеленых глаз. За исключением 4 демонических монархов, у всех, кто видел это, кровь застыла в жилах. Выражение на лице Му Цин стало мрачным, и формация черного цвета под ней замерцала, исчезнув с изначального местоположения рядом с кровавым шаром. Через мгновение она снова появилась перед своей золотой обезьяной, и выражение ее лица слегка смягчилось. Из огромной черной дыры то и дело доносился грохот. Услышав это, Хань Ли уже был удивлен, но когда он оглянулся, удивление стало сильнее. Когда ближайшие демоны услышали этот странный крик, их тела задрожали. Демоны более низкого ранга бессильно упали на землю, а высокоранговым демонам удалось устоять. Даже 4 демонических монарха установили барьер на свои тела, чтобы противостоять воздействию. Однако Хань Ли даже не дрогнул. Он был поражен этим результатом, но он также привлек внимание 4 монархов. Седовласая женщина вскрикнула и скривила губы, задумавшись о чем-то. Лю Цзу холодно крикнул: «Не удивляйтесь. У этого юноши есть личное магическое сокровище, созданное из божественной дьявольской молнии, и он недолго оставался в земной бездне. Поскольку его тело не испорчено темной аурой, неудивительно, что его не пугает крик дьявола бездны». Услышав это, на лице седовласой женщины мелькнуло осознание, но она промолчала. Му Цин и 2 мужчин в малиновых одеждах взглянули на Хань Ли с изменившимся выражением лица, но тоже ничего не сказали. Когда Хань Ли услышал имя дьявола бездны, он невольно нахмурился. Раньше он не слышал его имя, но поскольку он мог прорываться сквозь пространство, шутки с ним были плохи. Неужели это существо ранга истинного духа? Хотя демонические монархи выглядели серьезными, на их лицах тоже можно было обнаружить следы страха. Пока Хань Ли оставался сбитым с толку, пара серебряных рук на краю черной дыры молниеносно удалилась, и глаза демона стали видны все четче. Странное огромное существо медленно приблизилось, раскрывая свой истинный облик. Хань Ли был поражен с первого взгляда. Монстр представлял собой серебряный череп размером более 100 метров с гнилой кожей и мертвыми волосами около дюйма в длину. На лбу сиял зеленый глаз, а рот был полон крошечных зубов невероятной остроты.
Его нос и глаза были черными, как смоль, в них ничего не было видно. Но больше всего пугало то, что у черепа не было тела. У него просто была пара покрытых мехом рук, торчащих из ушей, и он парил в слабом серебряном свете. Так что это дьявол бездны. Неудивительно, что они так напуганы. Хотя Хань Ли видел много демонов, дьяволов и призраков в прошлом, ни один из них не был таким гротескным, как этот монстр. Это было поистине пугающее зрелище. После того, как монстр подплыл к передней части черной дыры, он приземлился на кровяной шар, и его глаза заблестели. 4 демонических монарха и тысячи их подчиненных молча наблюдали за происходящим. Они использовали кровь, чтобы привлечь его и заставить разорвать пространство. В этот момент низкоранговые демоны начали подниматься с земли, поскольку демон бездны перестал кричать. Однако они все еще были напуганы и не осмеливались шуметь. Демонические монархи смотрели на этого монстра с торжественным спокойствием. Огромная голова издала низкий стон и широко открыла рот, выплевывая серебряный туман, чтобы обернуть кровяной шар и взять его в рот. С порывом ветра шар крови вошел в его пасть. Внезапно дьявол засиял ярко-красным светом, превратившись в цвет, похожий на цвет крови. Затем дьявол приглушенно отрыгнул несколько раз, и его огромная голова несколько раз стряхнулась. Вскоре после этого он превратился в черную дыру и мгновенно исчез. Дьявол бездны действительно ушел. 4 демонических монарха больше не предпринимали никаких действий. Они просто оставались высоко в воздухе возле черного зала. При виде этого Хань Ли был удивлен, чувствуя себя несколько растерянным. Но затем Лю Цзу слабо сказал: «Достаточно. Раз демон бездны помог нам разорвать пространственный разрыв, то мы на полпути в адскую реку. Госпожа Му, давай войдем первым и свяжем пространство с адской рекой, что позволит армиям Дисюй и его госпожи Лань беспрепятственно войти внутрь». Му Цин кивнула, а затем закричала: «Да, господин Лю Цзу». «Господин Даосист Хань, Цзин Лин, следуйте за мной». «Да», — быстро ответила золотая обезьяна и, поклонившись, последовала за ней. Пораженный, Хань Ли вскоре криво рассмеялся и быстро полетел вслед. С самого начала демонические монархи планировали использовать кровь, чтобы соблазнить дьявола бездны, чтобы он появился и разорвал пространственный разрыв, тем самым предоставив им доступ к адской реке. Но судя по тому, как спокойно вели себя демонические монархи, похоже, что они поступают так не в первый раз. И благодаря какой-то неизвестной способности дьявол бездны исчез, но пространственный разрыв остался. Лю Цзу и Му Цин размылись, быстро войдя в черную дыру. Золотая обезьяна с улыбкой на лице пропустила Хань Ли вперед, и ему ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Приблизившись к краю черной дыры, Хань Ли почувствовал, как она пульсировала мощными пространственными колебаниями. Он заметил, что пространственный разрыв сильно отличался от других, которые он видел ранее. Это было больше похоже на огромный туннель, уходящий вдаль. Темнота глубоко внутри дыры время от времени взрывалась приглушенными взрывами. Лю Цзу и Му Цин медленно и осторожно полетели вперед. Хань Ли и золотая обезьяна сразу же последовали за ними. Черный туннель был не очень длинным. Отряд пролетел всего 3 километра, прежде чем достиг конца. Перед ними клубился серебряный туман, преграждая путь. Лю Цзу посмотрел на клубящийся серый туман и сказал: «Мы прибыли. Дьявол бездны должен уже спать. После того, как мы вернемся из адской реки, у нас еще будет время с легкостью перекрыть половину прохода. Госпожа Му, не могла бы ты сказать мне, как долго кровь будет держать его во сне?» Му Цин уверенно сказала: «Не волнуйся, я приложила максимум усилий, чтобы собрать кровь и очистить ее в соответствии с твоей формулой. Мне потребовалось много лет усилий». Лю Цзу кивнул: «Достаточно. Этот дьявол бездны может быть пространственным дьяволом, но он неразумный. Он действует только на инстинкте. Но если он раньше принимал кровь несколько раз и употреблял тысячелетнюю лекарственную таблетку интоксикации, после этого приема крови он должен проспать по крайней мере несколько месяцев. Пока он не проснется, мы сможем двигаться беспрепятственно, и у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться из адской реки. На самом деле, если бы этот дьявол не появился в нашей земной бездне, мы бы никогда не открыли адскую реку, однако, если бы брат Лю Цзу не услышал об адской реке, мы бы не пошли на такой огромный риск и не вошли в это опасное место». Усмехнулась Му Цин. Лю Цзу фыркнул и сказал: «Тем не менее, вы все интересовались адским речным богом. Мне вряд ли нужно было пытаться убеждать вас. Сейчас не время говорить об этом. Начинай открывать проход». Глава 1480. Ограничение адской реки.
Му Цин улыбнулась, взмахнув рукой, выпустила 3 сверкающих кроваво-красных жемчуга, каждая размером с большой палец. Лю Цзу тряхнул плечами, и блеснул черный свет. На его спине появилось еще 2 руки. В одной руке был треугольный черный талисман, в другой — синий тканевый челнок. В это время он сжал свои оригинальные руки в жесте заклинания, из его рта в серебряный туман вырвался черный луч света. Бум! Серебряный туман, соприкоснувшись с черным лучом, сразу же начал оседать, а в воздухе от удара послышалось гудение. При виде этого Му Цин подняла руку. 3 кроваво-красные жемчужины выстроились в линию, превратившись в малиновые огненные шары. С грохотом, сотрясающим мир, в серебряный туман и 3 малиновых огненных шара размером с голову столкнулись друг с другом и начали рассеиваться. Когда серебряный туман столкнулся с черным светом и багровым пламенем, проход начал раскачиваться. Стоя позади них, Хань Ли невольно изменился в лице. Хотя он несколько раз испытал коллапс пространственного разрыва и пережил прохождение через пространственный узел, он был не уверен в том, что избежит коллапса пространственного разрыва. Раньше ему удалось выжить только по счастливой случайности. Кроме даже существа на стадии истинного духа или великого вознесения не осмеливались игнорировать опасности пространственного типа. В этот момент новые руки Лю Цзу начали двигаться. Треугольный талисман завибрировал и, выпустив бесчисленные малиновые шары молнии и огня, разбил туман. Магическое сокровище в виде лодки, загудев, превратилось в полоску синего света. Му Цин тряхнула рукавом, выпустив множество полосок зеленого света. После этого к ним присоединились 3 атаки, и серебряный туман постепенно разрушился. Серебряный туман отодвинулся на 30 метров и, в конце концов, испустил резко задрожал и полностью исчез. Барьер в пространство был прорван, и появился еще один проход. Хань Ли моргнул и увидел, что простирается за отверстием. Из отверстия мерцал слабый белый свет, и оттуда тянуло ледяным ветром. Хотя Хань Ли был защищен духовным светом, он невольно дрожал от дуновения этого ветра. Холод ветра проникал в свет и касался его тела. Если бы он не культивировал 5 ледяных огней в своем теле, он бы довольно сильно пострадал. К счастью, ветер дул лишь на мгновение и вскоре утих. Он тяжело вздохнул. Лю Цзу посмотрел на дыру, и в его глазах блеснул странный блеск. Его тело расплылось, и он бросился вперед со словами: «Проход открыт. Призови остальных даосистов войти. Я первым посмотрю снаружи». Прежде чем они полностью услышали его слова, он уже вошел в белый свет снаружи. Му Цин нахмурилась и скомандовала, не оборачиваясь: «Цзин Линь, позови Дисюэ и его госпожу Лань, чтобы они отправили свои войска. Я собираюсь привести сюда господина даосиста Ханя». «Да, госпожа», — ответила золотая обезьяна. Затем она развернулась и улетела прочь в виде полоски золотого света. Затем Хань Ли молча полетел за Му Цин к выходу. Через четверть часа окружение Хань Ли осветилось, и он появился в другом месте. Однако увиденное стало большим удивлением для Хань Ли. В километре от него он увидел полоску белой воды, преграждающую путь. Белая вода была настолько мутной, что было трудно разглядеть, как далеко она простирается. Ледяные ветры неслись по поверхности воды. Как ни странно, поверхность воды была гладкой, как зеркало, без единой ряби, словно была совершенно неподвижной, даже когда дул такой сильный ветер. Лю Цзу парил недалеко от поверхности воды и в торжественном молчании смотрел вперед. Хань Ли тяжело вздохнул и пробормотал: «Это и есть адская река». Му Цин равнодушно сказала: «Верно. Чтобы пройти через эту водную пелену в адскую реку, нам понадобится поддержка твоей божественной дьявольской молнии». «Я сделаю все возможное», — уважительно ответил Хань Ли. Му Цин кивнула и собиралась сказать еще что-то, как вдруг Лю Цзу внезапно протянул руку в направлении поверхности воды. Внезапно в воздухе появилась большая черная рука и потащила ее вниз. Но когда большая рука протащила ее около 10 метров, внезапно появились бесчисленные полоски льда. Со звуками взрывов ледяные полоски разрубили руку на 1000 дыр, заставив ее исчезнуть. «Что это такое?» — с тревогой сказал Хань Ли. Му Цин в конце концов повернула голову и объяснила: «Это чудовищная рыба в адской реке. Она тонкая, как игла, и живет на поверхности воды. Она может без устали атаковать с воздуха, так что не стоит ее недооценивать. Однако она представляет собой лишь самые незначительные опасности в адской реке. Пока ты защищаешь себя духовным светом при достаточном уровне культивации, ты сможешь войти в воду. Другая опасность заключается в том, что косяк рыб будет непрерывно атаковать тебя. Так что нам придется убить их все». Услышав это объяснение, Хань Ли почувствовал себя просветленным. В этот момент что-то послышалось из глубины прохода.
Хань Ли повернул голову и увидел двух мужчин в красных одеждах, стоящих на плечах фиолетовой кровавой марионетки. Седовласая красавица также была там в сопровождении 8 черных фигур Юань Я и Ян Ли. За ними следовали бесконечные армии демонов, марионеток и призраков в инских доспехах. В мгновение эко-армии заняли большую часть воздуха в проходе, паря плотными группами в разных местах. Один из мужчин в малиновой мантии прямо подлетел к Хань Ли и остальным, а второй громко крикнул: «Брат Лю Цзу, как дела? Есть ли какие-то изменения в ограничениях адской реки?» Никаких. Все точно так же, как мы были здесь в последний раз. Лю Цзу отвел взгляд от воды и обернулся. То есть нам придется сделать то же самое, чтобы снять ограничения. Угрюмо сказал мужчина в малиновой мантии. Седовласая красавица подлетела и уверенно сказала: «Вот как». Однако на этот раз мы подготовились лучше. В этот раз все будет безопаснее. Лю Цзу повернулся посмотреть на Хань-Эль и без эмоций сказал: «Да, самое важное, мы объединились, чтобы разрушить ограничения и разделить реку. Другие опасности не стоит принимать близко к сердцу. Хорошо, будьте готовы. Господин даосист Хань высвободит свою божественную дьявольскую молнию, когда придет время, и поможет нам растворить дьявольскую ци в воде. Как только дьявольская ци исчезнет, мы сможем без проблем разделить воду». Хань Ли поклонился и спокойно сказал: «Старшие, не волнуйтесь. Я хорошо отработал технику овладения молнией. Я точно не буду для вас обузой». «Хе-хе, это обнадеживает», — засмеялась фигура в малиновой одежде. Остальные кивнули. Вскоре после этого 4 демонических монарха замахали руками, призвав высокоранговых демонов со странными инструментами для создания формации заклинания. 8 черных фигур и дюжина марионеток металлического элемента собрались вместе и начали подготовку. Хань Ли завис в воздухе и взмахнул рукавом. Внезапно 8 маленьких лазурных флагов закружили в воздухе, и от них вспыхнули лазурные искры, создавая вокруг него заклинание с элементом молнии. Золотая обезьяна рядом с ним смотрела на действия Хань Ли и вдруг встревоженно спросила: «Господин даосист Хань, что ты делаешь?» Хань Ли небрежно ответил: «Ничего. Это дополнительное заклинание, которое я исследовал. Он не только стабилизирует технику молниеносного удара, но и усилит ее мощь». После того, как Хань Ли узнал, что он может пострадать от своей божественной дьявольской молнии при использовании великих техник, он почувствовал сильное беспокойство и приложил много усилий, чтобы решить эту проблему. Это небольшое заклинание было тем методом, который он исследовал во время уединения. Он использовал талисманы молний, чтобы уплотнить флаги формации и позволить им поглощать молнии. Затем, когда ее помещали в формацию 8 врат обращения молнии, это также усиливало его силу. Если молния действительно ударит во время его техники, он сможет использовать формацию заклинания, чтобы отразить молнию, давая ему время, чтобы избежать обратной реакции молнии и травм. Конечно, Хань Ли мог проверить, действительно ли это было эффективно, только если ответная реакция на самом деле произойдет. Тем не менее, Хань Ли чувствовал себя более непринужденно, используя технику удара молнии внутри формации. Эффект усиления был лишь предлогом. Услышав объяснение Хань Ли, обезьяна кивнула и больше ничего не сказала. Му Цин и другие взглянули на него и не увидели ничего странного. В конце концов, единственной странной частью его формации были флаги, которые состояли талисманов молний. Однако Хань Ли приложил кропотливые усилия, чтобы создать их, поэтому даже чрезвычайно могущественные демонические монархи не могли видеть сквозь них. Другие демоны также действовали быстро, и спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, огромная формация в воздухе уже была установлена. Огромная формация заклинаний использовала десятки различных стилизованных инструментов, включая черные пластины толщиной с чашу, кипригели, кольца, кристаллы и другие странные предметы. Несмотря на то, что все эти предметы были разрознены, они по-прежнему излучали удивительную ауру и плавно сливались в единое тело. В центре формации бок о бок стояли Лю Цзу и Му Цин. Остальные 8 черных фигур стояли строем, каждая из них стояла на плечах друг друга, как человеческая лестница. Седовласая красавица стояла перед черными фигурами со спокойным выражением на лице. С помощью человека в малиновой мантии фиолетовая кровавая марионетка расширилась, увеличившись более чем в 100 раз. Дюжина марионеток с металлическими атрибутами собралась вместе, превратившись в железную марионетку высотой в 100 метров. Огромные лезвия в ее руках заблестели ярким светом.